Джеймс, 6-летний мальчик, жил в Финиксе, штат Аризона, где безраздельно властвовало солнце. С самого раннего возраста он был очарован снегом, который видел только на картинках и в мультфильмах. «Мама, каково это – прикасаться к снегу?» Он часто спрашивал об этом. Его воображение рисовало мир, в котором он мог лепить снеговиков, снежных ангелов и играть на фоне мягкого белого пейзажа. Однако он никогда не чувствовал холода в своих руках и не видел, как падает снег. Для Джеймса снег был волшебным, чем-то далеким и недостижимым. Однажды случилось нечто невероятное. Его родители объявили, что отправляются в путешествие в Колорадо, где они остановятся в доме его дяди на вершине заснеженного холма. Джеймс был так взволнован, что не мог перестать прыгать от радости. Это было по-настоящему. Наконец-то он увидит снег. В дни, предшествовавшие поездке, он почти не спал, считая часы до того момента, когда сможет увидеть волшебный мир, о котором всегда мечтал. Когда они, наконец, сели в машину, Джеймс приник к окну, желая увидеть меняющийся пейзаж. Когда они поднимались в горы Колорадо, начал выпадать снег. Он смотрел на покрытые льдом деревья, на белые горы, простирающиеся до горизонта. Его глаза блестели от возбуждения. «Это похоже на сказку, не так ли, Джеймс?» — сказала его мать. Он просто кивнул, слишком зачарованный, чтобы говорить. После нескольких часов путешествия они прибыли в дом его дяди, уютную хижину, со всех сторон, окруженную снегом. Выглянув в окно, Джеймс увидел, что двор покрыт толстым слоем снега, как будто весь мир был скрыт под гигантским снежным покровом. Он прижался лицом к стеклу, словно хотел прыгнуть прямо в замерзшую страну чудес. «Завтра ты сможешь играть на улице столько, сколько захочешь», — пообещал его отец, внося сумки в дом. Но Джеймс едва мог дождаться следующего дня. Той ночью, когда все спали, он проснулся с идеей самостоятельно исследовать этот новый мир. Взрослые забыли оставить стеклянную дверь приоткрытой. Мальчик надел теплое пальто и ботинки, которые приготовила для него мать. Он осторожно приоткрыл дверь и почувствовал, как сильный холод окутал его тело. Перед ним расстилался снежный покров, безмолвный, освещаемый лишь слабым светом звезд. Сделав первый шаг, Джеймс почувствовал, как земля под его сапогами слегка проседает, издавая тихий звук. Было очень холодно, но ему было все равно. Снег был всем, о чем он когда-либо мечтал. Он бегал по двору, разбрасывая снег и смеясь от радости. Каждое его движение, каждый вздох были настоящим счастьем. Мир казался другим, более тихим, как будто снег поглощал все звуки. Охваченный волнением, Джеймс начал исследовать окрестности двора. Он не осознавал, что уходит все дальше от дома, направляясь к ближайшему лесу. Чем дальше он шел, тем гуще становилась тишина, звук его шагов затихал, и мир вокруг него больше не имел значения. Внезапно он остановился. Он почувствовал что-то странное в воздухе, чье-то присутствие. Он повернулся в поисках Бронна, но никого не увидел. Тихо подул ветер, раскачивая покрытые льдом ветви деревьев, отбрасывая вокруг него танцующие тени. Затем он услышал шепот. «Я, Джеймс». Он растерянно огляделся. «Кто там?» — спросил он дрожащим голосом. Молчание было единственным ответом, который он получил. По спине у него пробежал холодок. Он решил вернуться в дом, но что-то удержало его. Дорога домой уже не казалась прежней. Утреннюю тишину нарушал только тихий шорох снега под ногами Джеймса, когда он бежал, очарованный белым миром вокруг. Это было именно то, о чем он мечтал. Обжигающий холод на щеках, мягкий снег,
оседающий под его ботинками. Он пинал снежные кучи, кружился и смеялся, испытывая чистую и невинную радость. Но по мере того, как он удалялся от дома, он не осознавал, что приближается к более густому и опасному району, где скопившийся снег скрывал неровности местности. Лили, девочка того же возраста, что и Джеймс, стояла на опушке леса. Она жила со своими родителями в доме неподалеку от этого места и привыкла играть одна в окрестностях. В тот день, как обычно, она бродила по окрестностям, придумывая истории о феях и ледяных замках. Именно тогда она увидела Джеймса. Она наблюдала за ним издалека, с любопытством наблюдая за незнакомым мальчиком, который так беззаботно бегал по снегу. Лили не решалась подойти, но его энергия покорила ее. Как раз в тот момент, когда она наконец решила заговорить с ним, произошло нечто неожиданное. Когда Джеймс бежал по полю, снег под его ногами начал проваливаться. Земля, неустойчивая и коварная, внезапно провалилась. Лили остановилась как вкопанная, ее глаза расширились от шока. «Нет!» — она закричала, но было уже слишком поздно. Тонкий слой снега провалился под Джеймсом, и мальчика поглотила глубокая темная яма. Она увидела, как он полностью исчез, не успев среагировать. Сердце Лили бешено колотилось в груди. Она подбежала к тому месту, где он упал, но обнаружила лишь отверстие в земле, окруженное грудой снега. «Джеймс», — позвала она дрожащим от страха голосом. Ответа не последовало, только завывание холодного ветра в кронах деревьев. В отчаянии она попыталась заглянуть в дыру, но увидела только темноту. Лили охватила паника. Она никогда не видела ничего подобного. Ее мысли метались в тысячи направлений. Ей нужно было что-то сделать, но она была одна и напугана. Недолго думая, Лили развернулась и побежала так быстро, как только могла. Обратно домой, снег замедлял ее бег, но адреналин гнал ее вперед. «Папа! Мама!» — закричала она, врываясь в парадную дверь и чуть не споткнувшись о коврик у входа. Родители Лили были на кухне, пили кофе. Увидев, как их дочь в панике забегала по комнате, они немедленно встали. «Что случилось, Лили?» — спросила ее мать, встревоженная тоном ее голоса. Лили тяжело дышала, ее слова срывались с языка. «Мальчик! Он упал!» — воскликнула Лили, указывая в сторону леса. «Я видела его. Он провалился в яму в снегу». Глаза отца Лили расширились, и он тут же подошел к окну, пытаясь разглядеть что-нибудь на горизонте. «Где это произошло, Лили? Покажи нам», — попросил он, уже хватая пальто и надевая ботинки. Мать Лили обняла дочь за плечи, пытаясь успокоить. «Лили, переведи дух. Где ты видела мальчика?» — спросила она обеспокоенным голосом. Лили дрожала, но указала на тропинку, которая вела к заснеженному полю. Он играл, и снег провалился. «Он исчез, мама. Мы должны помочь ему». Не теряя ни секунды, родители Лили выбежали из дома вместе с ней и побежали по густому снегу к тому месту, где Лили в последний раз видела Джеймса. Холодный ветер бил им в лицо, но спешка заставила их не обращать внимания на дискомфорт. Когда они добрались до ямы, отец Лили посмотрел вниз, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. «Нам нужно позвать на помощь», — сказал он твердым, но полным беспокойства голосом. Мать Лили быстро достала свой телефон и позвонила в местную службу спасения, объяснив ситуацию. «Пожалуйста, приезжайте скорее. Мальчик провалился в яму, и мы не знаем, где он и не пострадал ли он», — сказала она дрожащим голосом. Пока они ждали спасателей, Лили не могла отвести глаз от ямы в снегу. Страх, что с Джеймсом случилось что-то ужасное, был почти невыносим. Она гадала, кто он такой, откуда взялся и почему оказался один в таком опасном месте. Она чувствовала вину за то, что не начала действовать раньше, не предупредила его об опасности. Но сейчас все, что она могла сделать, это ждать и надеяться, что спасатели прибудут вовремя. Отец Лили
положил руку ей на плечо. «Они уже в пути, все будет хорошо», — сказал он, хотя серьезное выражение его лица выдавало его беспокойство. Рок. Лили просто кивнула, пытаясь поверить словам отца. Она снова посмотрела на дыру, надеясь услышать хоть какой-нибудь звук, который бы свидетельствовал о том, что с Джеймсом все в порядке, но тишина была гнетущей. Минуты казались часами, пока семья ждала прибытия спасательной команды, а спертый воздух леса только усиливал напряжение. Лили с тяжелым сердцем не отрывала взгляда от дыры. Она не была знакома с Джеймсом, но уже чувствовала странную связь с ним, как будто ее судьба теперь была связана с этим таинственным мальчиком. Наконец, далекий звук сирен эхом разнесся по долине, и Лили глубоко вздохнула, испытывая смесь облегчения и страха перед тем, что еще предстояло. Утреннюю тишину прорезал вой сирен, эхом разнесшийся над заснеженным полем, когда подъехала спасательная команда. Лили, стоя рядом с родителями, внимательно наблюдала, как люди в форме с серьезными и решительными лицами выпрыгивали из своих машин. В воздухе повисло ощущение срочности, а холодный ветер, пронизывающий деревья, только усиливал напряжение. Один из спасателей, высокий мужчина с сидеющей бородой, подошел к родителям Лили. «Нам позвонили. Вы можете показать нам, где это произошло?» — спросил он спокойным, но властным голосом. «Это здесь», — воскликнула Лили, указывая на дыру. Ее голос все еще дрожал, но отчаяние помогало ей сосредоточиться. Он упал туда. Он бежал, и снег обвалился. Мужчина подошел ближе к отверстию в снегу, прищурившись, пытаясь разглядеть темноту внизу. «Это глубокая яма», — пробормотал он, жестом подзывая других спасателей. «Подготовьте оборудование для спуска. Нам нужно проверить, насколько далеко он простирается». Когда команда начала устанавливать веревки и фонари, Лили почувствовала, как в ней поднимается чувство вины. Что, если Джеймс серьезно пострадал? Она едва знала его, но мысль о том, что кто-то может быть заперт там, внизу, один и напуган, заставляла ее сердце учащенно биться от тревоги. Родители стояли рядом с ней, молча утешая, хотя все были на взводе. Отец Лили, скрестив руки на груди, посмотрел на командира спасательной команды. «Как вы думаете, он в порядке?» — нерешительно спросил он, опасаясь худшего. Мужчина взглянул на него со смесью беспокойства и профессионализма. «Трудно сказать, сэр. Падение само по себе могло быть опасным, но сейчас самый большой риск — это холод. Если он пробыл там слишком долго, он может пострадать от переохлаждения. Нам нужно действовать быстро». Ей было трудно осознать, что холод, который Лили всегда любила, может причинить кому-то боль. «Пожалуйста, спасите его», — прошептала она тихо, почти неслышно. Но мужчина услышал ее. Он ободряюще кивнул ей, выражение его лица немного смягчилось. «Мы сделаем все, что в наших силах, милая». Пока спасатели готовились к спуску, по заснеженной дороге быстро подъехала еще одна машина. Это был старый внедорожник, и когда он остановился, из него выскочили 2 человека и побежали к месту происшествия. Лили сразу узнала женщину. Это была мать Джеймса. В ее глазах была паника, когда она выкрикнула его имя, даже не добежав до группы. «Джеймс, где мой сын?» Отец Джеймса следовал за ней по пятам, пытаясь успокоить жену. «Я позволил им работать, Сара», — настаивал он ровным голосом, но глаза выдавали его собственный страх. Приблизившись, они направились прямиком к руководителю спасательной команды. «Наш сын. Он упал туда?» — спросила Сара, указывая на дыру. Тревога в ее голосе заставила грудь Лили сжаться еще сильнее. «Ее». «Да, мэм», — ответил спасатель.
Сейчас мы устанавливаем оборудование для спуска. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вытащить его целым и невредимым». Сара закрыла рот руками, ее глаза наполнились слезами. Она огляделась, словно ожидая, что Джеймс внезапно появится и бросится к ней в объятия. Но ее взору предстала только зияющая дыра в снегу. Лили смотрела на мать Джеймса с комком в горле. Она знала, что мальчик в опасности, и в глубине души чувствовала себя виноватой. «Я должна была что-то сделать», — подумала она, в то время как мать сжала ее плечи, чувствуя ее вину. Но прежде чем Лили успела подумать об этом дальше, спасатели начали спуск. С фонарями, прикрепленными к их телам, двое из них исчезли в темноте пещеры, веревки натягивались по мере того, как они уходили все глубже. В лесу воцарилась жуткая тишина, нарушаемая только шумом ветра и тихим поскрипыванием веревок. Все стояли, затаив дыхание, в воздухе витала смесь страха и надежды. Минуты тянулись, как часы. Сара расхаживала взад-вперед, не в силах устоять на месте, в то время как отец Джеймса не сводил глаз с ямы, ожидая какого-либо знака. Лили застыла на месте, не сводя глаз с отверстия в снегу. Затем внезапно ожило радио. «Мы нашли его!» От звука этих слов у всех замерло сердце. Сара подбежала ближе, пытаясь расслышать больше. «Как он?» — спросил руководитель группы, крепко сжимая рацию. Ответ пришел быстро. «Он в сознании, но, похоже, замерзает. Нам нужно как можно скорее вытащить его». Сара всхлипнула от облегчения, слезы наконец-то потекли рекой. Отец Джеймса выдохнул, хотя, казалось, все это время сдерживал дыхание. «Слава Богу», — пробормотал он, заключая жену в крепкие объятия. Лили, услышав, что Джеймс жив, почувствовала такой прилив облегчения, что у нее чуть не подкосились ноги. Но упоминание о том, что ему было так холодно, вернуло срочность. Теперь на счету была каждая секунда. Спасательная команда работала быстрее, медленно натягивая веревки. Один из спасателей появился первым и помог поднять Джеймса, который лежал, свернувшись калачиком, дрожащий и бледный, но в сознании. Его глаза были открыты, и первое, что он сделал, выйдя наружу, огляделся, пытаясь понять, где находится. «Джеймс». Сара подбежала к сыну и опустилась рядом с ним на колени. Он был слаб, но его губы изогнулись в легкой улыбке, когда он увидел свою мать. Ее. «Мама», — прошептал он слабым голосом. «Я здесь, малыш», — сказала она, нежно обнимая его, пока спасатели проверяли его жизненные показатели. «С тобой все будет в порядке». Лили стояла в стороне, наблюдая за разворачивающейся сценой. Она почувствовала облегчение, но в то же время была измотана эмоциональным вихрем этого дня. Джеймс был в безопасности, и только это имело значение. Когда Джеймса наконец спасли, спасатели завернули его в теплое одеяло и быстро отнесли к ожидавшей его машине скорой помощи. Его мать, Сара, ни на секунду не отпускала его руку. В то время как отец Джеймса шел рядом с ними, его лицо оставалось серьезным, поскольку он обдумывал все, что только что произошло. Облегчение от того, что их сын в безопасности, смешивалось со страхом перед тем, что ему пришлось пережить в одиночестве в этой темной ледяной дыре. Лили наблюдала за происходящим издалека, испытывая чувство завершенности, но что-то все еще не давало ей покоя. Она не могла перестать думать о яме в снегу. Снег — место, куда упал Джеймс. Земля казалась неустойчивой, и что-то в том, как внезапно обрушился снег, обеспокоило ее. Это был необычный несчастный случай, она была в этом уверена. «Ты в порядке, милая?» — спросила мать Лили, подойдя к ней и заметив обеспокоенное выражение на лице дочери. Лили, все еще не отрывая взгляда от дыры, ответила:
«Мама, почему снег так обвалился?» Это выглядело нормально, пока не перестало быть таковым. Ее мать проследила за взглядом Лили, направленным на дыру. Снег может многое скрыть, Лили. Это могла быть старая яма, занесенная снегом, или, может быть, земля была слабее, чем казалось. Отец Лили, который все это время слушал, добавил: «В таких горных районах, как этот, могут быть ледяные пещеры или скрытые провалы. Это не такая уж редкость, как кажется. Он серьезно осмотрел дыру, но мы должны позволить спасателям провести расследование. Они знают, что делают». Лили кивнула, но все еще не была до конца уверена. Звук падающего снега все еще отдавался эхом в ее голове. Могло ли быть что-то под землей, чего все не замечали? Спасатели, теперь уже более организованные, начали готовиться к осмотру местности вокруг отверстия. Седобородый мужчина, который, по-видимому, был руководителем группы, подошел к родителям Лилии. «Нам нужно перекрыть этот район», — объяснил он. «Кажется, почва стала более неустойчивой. Мы собираемся осмотреть это место, чтобы убедиться, что там больше нет скрытых опасностей». «Как вы думаете, это опасно?» Нахмурившись, спросил отец Лили. «Возможно», — ответил спасатель. «Нам нужно проверить, нет ли каких-либо подземных образований или по какой-либо причине земля была повреждена. Мы не хотим, чтобы кто-то еще упал». Лили внимательно слушала, и ее беспокойство только росло. От мысли, что под снегом могут быть и другие скрытые ямы, у нее внутри все перевернулось. Что еще могло скрываться под поверхностью? Что, если Джеймс провалился в более глубокую яму? Она подошла ближе к краю провала, стараясь не подходить слишком близко, и попыталась разглядеть, что исследуют спасатели. Свет их фонарей освещал слои спрессованного льда и снега, а также небольшие пещеры, образовавшиеся в результате эрозии. Это было природное явление, но опасное. Как же никто не заметил этого раньше? Когда бригада продолжила осмотр, родители Джеймса вышли из машины скорой помощи со своим сыном, который теперь был в тепле и более бодрый. Сара крепко прижимала Джеймса к себе, все еще потрясенная пережитым испытанием, в то время как его отец шел рядом с ними, испытывая облегчение, но все еще переваривая все произошедшее. Конец. Лили стояла в стороне, наблюдая за воссоединением семьи Джеймса, и испытывала странную смесь облегчения и беспокойства. День начался с простой радости. Игры в снегу, но быстро превратился в нечто гораздо более пугающее. К тому времени, как спасатели закончили осмотр, наступила ночь. Руководитель группы еще раз обратился к семьям. «Нам нужно будет какое-то время держать этот район закрытым», — сказал он. «Мы хотим убедиться, что здесь безопасно, прежде чем кто-либо снова приблизится к нему». Родители Лили согласно кивнули, когда мужчина отошел, чтобы уладить последние детали. Но Лили не могла отвести глаз от ямы, даже после того, как ее огородили веревкой. Мысль о том, что земля может таить в себе еще больше опасностей, выбила ее из колеи. Когда тем вечером они вернулись в дом, настроение у всех изменилось. Теплый свет камина и уютная атмосфера не могли смягчить тяжесть произошедшего. Лили сидела у камина, погруженная в свои мысли, в то время как ее родители пытались заговорить о других вещах, надеясь разрядить обстановку. «Ты сегодня какая-то тихая», — сказала ее мать, садясь рядом с ней. «Я думаю о Джеймсе», — ответила Лили, глядя на пламя, «и о том, что все произошло так быстро». Земля казалась твердой, но это было не так. Ее мать вздохнула, нежно поглаживая Лили по волосам. Иногда все не так, как кажется. Ему. Под снегом может скрываться множество ловушек, но важно то, что с Джеймсом все в порядке, и они обследуют остальную часть территории. Но что, если таких мест будет больше? Что, если кто-то еще пострадает? Спросила Лили с беспокойством в голосе. Ее отец, слушавший с другого конца комнаты, заговорил громче. «Спасатели позаботятся об этом, Лили.
Они позаботятся о том, чтобы никто больше не подвергался опасности». Лили кивнула, но тревожное чувство не исчезло. И было что-то во всей этой ситуации, что заставило ее усомниться во всем. Может быть, это был просто страх перед неизвестностью, а может быть, она чувствовала вину за то, что не предупредила Джеймса раньше. Но по мере того, как проходила ночь и снаружи завывал ветер, она знала, что этот день запомнится ей надолго, и в глубине души надеялась, что ей больше никогда не придется стать свидетельницей чего-то подобного.